Всем привет, друзья! Дима Даниэль. Сейчас находимся, вот если можно сказать, что вот это, достаточно такое глухое село в Болгарии. Вот смотрите, мы въехали по вот этой дорожке, и выезд, тут сложно разойтись. Село называется Парчевцы, это район Габрово. Заехал сюда к знакомому по делам. Вот, и обратно я медленно выбираюсь вот по этой дороге. Потому что вот так. Вот вы знаете, ребят, наверное, вот сказать честно, вот здесь мы бы жить не смогли. Потому что все-таки для нас вот это далековато и сложновато. Сколько живут здесь людей в селе? Живет, чтобы жить постоянно, очень и очень мало людей. Но в выходные дни здесь очень много народу. Как ребята говорят, дорога вот такая, смотрите. Едем сугубо медленно, чтобы не разбить подвеску. Вот. Как здесь люди расходятся? Грустненько. Разъезжаются с трудом. Вот я еду очень аккуратно, потому что дороги фактически нет. Показываю вам это видео, потому что я думаю, будет интересно, сколько здесь что стоит, я абсолютно не знаю. Нету информации, мы здесь не покупаем, никто ничего не продает, просто катаемся очень и очень аккуратно. Вот так. Тут уже какая-то, кстати, здесь село очень тихое и спокойное, потому что здесь стоит дом, по-моему, бывшего начальника полиции Габрова, я точно не знаю, утверждать я не буду. Вот. Дорога к селу такая интересная. Поэтому это никакой не обзор покупки, продажи каких-то недвижимостей, просто вот такое село. Для общей, так сказать, информации. Естественно, ни номеров домов, ни улиц тут, конечно, нету. И вот мы сейчас медленно едем к трассе, чтобы вернуться на Скалско. Опять же, есть дома, вот проезжаем пару очень даже интересных домов, хороших, и я думаю, что совсем недорогих, но опять, вот тут нужно реально хотеть жить. Потому что, естественно, ни магазина здесь нету, ни супермаркета. А вот смотрите, впереди хороший дом, справа хороший дом. Виды в Болгарии, друзья, виды везде можно найти очень красивые. Конечно же, здесь намного тише, чем у нас Скалско. А все блага цивилизации, естественно, это уже Габрово. Либо, что тут у нас? Да, Габрово самое близкое, наверное, порядка 15-12 километров, не буду врать. Вот это выезд из села. Одна дорога, либо в одну сторону, либо в другую. И чтобы здесь разъезжаться, нужно либо сдавать назад, либо ехать вперед, потому что разъехаться тяжело. Вот тут какой-то островок. Я там внутри разворачивался с помощью товарища. Смотрите, как аутентично сделано, не то что забор, а подзаборье, очень аутентично, красиво. Все, из села мы выехали. И давайте мы немножко поедем. Вот мы выезжаем из этого села, вот дорога. Так, вот дорога, вот яма, ее надо объехать. Вот так. Так что, кто не смотрит на какие-то трудности в болгарских селах, тому, может быть, и здесь было бы хорошо жить, но вот такой уже экстрим, реально не для нас. Продаются ли села в этом доме? И сколько они стоят? Опять же, я говорю, не знаю. Тут нужно либо хотеть иметь вот такой кайф, еще тише, чем у нас. Виды слева, я не могу. Здесь вид слева красивый. Вот что сюда ехал, что сюда я ехал уже второй раз. Слава богу, дабы не накаркать, чтобы не встретить какую-то машину, потому что придется как-то разъезжаться. Вот уже дорожка получше стала, пошире.
Насчет того, как жить здесь зимой, вот честно говоря, вот здесь я уже ничего не могу сказать, я не знаю. И здесь, кроме как 4×4, не работает. Здесь только джип. Чистит ли справа и слева лес, красиво. Выходишь, идешь за грибами. Набрали сейчас у товарища родниковой водички. Я ее попробовал, замечательная вода. Так, ну вот мы выехали. Парчевцы. Село называется Парчевцы. Справа, да, справа это была автобусная остановка. Современная, наверное, очень дальних. Попью водички родниковой. Ах, кайф. Чистая родниковая вода. Ну, все, здесь уже дорожка лучше. Здесь уже дорога лучше. Все, уже можно разъезжаться. Красиво. Справа, слева вообще. Вот выходи, иди за грибами. Вот, друзья, это я называю, в принципе, красоты Болгарии. Когда недалеко от города есть вот такие села, в которых, да, надо уметь жить в них, потому что сложноватенько. Здесь реально, если занос, то да, можно будет засесть. Но, опять же, у людей здесь дачи, и приезжают они в основном здесь по выходным. Автономно в этом селе, автономно живет буквально несколько человек. Вот от слова несколько. Если у нас живет где-то человек 50-70 в Скалско, то здесь очень мало людей. Тишина, красота и полное такое. Да, в селе интернет висит. Тяжело с интернетом в этом селе, потому что я пытался позвонить там. Ну, а тоже от слова нет. Поэтому здесь и надо очень понимать, кто и как, и в каких местах хочет жить в Болгарии. Опять же, многим людям это нравится. Но этот экстрим уже точно не по мне. Прекрасная погода, поют птички. Сегодня душно, 23 градуса на улице мы ожидаем сегодня вечером. Так, а что у нас? Так, Сулари, древняя вывеска, тоже какое-то село. Село Сулари. И, кстати, друзья, вот вы знаете, здесь есть очень красивые водопады. Вот туда налево есть съезд. Он называется Иванилский водопад. 1200 метров. Что еще по надписям? Да, я даже сейчас немножко развернусь. Вот. Это экотур, Экоптека Иваниловский водопад. Ну, для любителей экстрима, конечно, мне туда спуститься, ну, практически очень сложно и невозможно. Так, а что сейчас у нас вот здесь будет? Здесь, да, сюда ездят люди. Вот, указатели. Так, а давайте мы увеличим немножко, что тут такое. Кстати говоря, виды прекрасные, если кто там был. Так, докуда? До Аргентины написано 13 тысяч километров. Так, Райску-Прскалу 111 километров. Крушинский водопад 76 километров. Найвисокият Света Анхел Кирипакупаймеру Венесуэла. Ой, может, я неправильно написал. Ну, прикольно, вы знаете, прикольно на самом деле. Так, ну все, едем аккуратненько, выезжаем на трассу. Ну, даже мусорный бак есть, ну, молодцы. Так, разворачиваемся спокойненько, то, чтобы никуда не врулиться. Ну, так, чтобы справа там никто там быстро не поехал. Окей.
Вот кто на самом деле любит вот такие горные прогулки, пешеходные тропы, погулять в лесу по водопадам, друзья, это вам сюда. Обязательно приедьте. Я не говорю, что приехать в это село, а вот на этот водопад, посетить его рекомендую. Очень рекомендую. Как обычно, маленькие села, тихие, спокойные. Такая красивая, аутентичная автобусная остановочка с птичкой. Так что для любителей природы, экологии, троп и отсутствия благ цивилизации, друзья мои, приезжайте сюда, и вы все это увидите. Приятен день. Шерхам йом наим. And have a nice day, my friends. Ciao, ciao.